Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам в комментариях, которые поступают мне, я опять продолжаю серию видео по очень большим тортам, по огромным тортам. И я пеку бисквит на 30 сантиметров в диаметре. Именно классический бисквит без разрыхлителя. Покажу, как его сделать с первого раза, чтобы он получился бисквит, который не опадает, маломощным ручным миксером. Шикарный, пышный, воздушный бисквит получается, который получится сразу даже у новичков. Главное здесь правильно пропорции соблюдать, которые даны будут в видео. Бисквит именно классический, еще раз повторяю. Итак, 16 яиц среднего размера я сейчас разделяю на желтки и белки. Бисквит у нас огромный, поэтому количество яиц здесь абсолютно адекватно по отношению к этому размеру, 30 сантиметров в диаметре. То есть торт, который будет приготовлен из этого количества яиц, будет рассчитан минимум на 30 порций. В интернете можно очень часто встретить комментарии, где люди пишут, что чем больше яиц, тем пышнее получается бисквит. И это не проблема, если у вас яиц много, значит у вас обязательно получится большой бисквит. К сожалению, это не работает. Здесь нужно знать нюансы, о которых я расскажу в течение этого видео. Щепотку соли добавляю в 16 белков, 2 пакетика ванильного сахара. Взбиваю до состояния пены. И добавляю туда 50 грамм сахара. Вот это первый секрет. Не нужно сразу забивать сахаром белковую массу. Взбиваем сейчас примерно 1 минуту до такой очень хорошей пышности. Добавляю туда 50 грамм кукурузного крахмала. Крахмал очень важен здесь. Он делает массу более стабильной сразу и придает особую влажность такой бисквиту. Очень рекомендую делать это именно так. Повзбивала всего примерно не более 3 минут. Примерно даже 2,5 минуты здесь я взбивала. Вот такая пышная, красивая меренга у нас получилась. Дальше взбивать не надо, иначе уже будет перевзбит белок. Отставляем в сторону. 16 желтков я переливаю в небольшую миску. И это важно, чтобы они быстрее у нас взбились, чтобы сэкономить время. Немного повзбивала, чтобы разошлись пленочки. И я добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. И сейчас взбиваю на полных оборотах миксера и добавляю туда 430 грамм сахара порциями примерно в 5 приемов. И взбивать я буду всю желтковую массу. Внимание, это следующий секрет. Еще дольше, чем белковую массу. То есть примерно 5 минут. Это очень важно именно для ручного миксера. Если вы будете взбивать это все в планетарном миксере, без разделения яиц, я имею в виду, такой бисквит нужно будет взбивать на такое количество яиц примерно 20 минут. То есть у нас время затянется. И, конечно же, техника дорогостоящая, если это планетарный миксер, будет использоваться на полную мощность. Здесь же сокращается и время, и техника более дешевая используется. Да и если держать, допустим, у кого-то в планетарном миксере 4-5 литров, то такое количество яиц там просто не взобьется должным образом. Взбилась у нас желтковая масса до такого пышного состояния. Заметьте, я переложила все это в большую миску. Здесь придется просто помыть на одну миску побольше. Вот единственный минус. Но это того стоит. Переложила в большую миску, порциями ввожу весь белок, складывающими движениями. Нюансы приготовления большого бисквита именно в домашних условиях, не в производственных, маломощным ручным миксером, сильно отличаются от приготовления такого же точно бисквита, но в маленьких пропорциях на малую форму, допустим 16-18 сантиметров в диаметре. И здесь я делюсь своими наработками, своим опытом с вами. Добавляю сейчас туда порциями 500 грамм муки. Это следующий секрет. По классическому варианту бисквита мы добавляем на одно яйцо 30 грамм муки. Здесь я добавляю 31,2 грамма муки на одно яйцо, то есть чуть побольше. Это всегда следует делать, когда очень большая форма и печется в обычной домашней духовке. Вот это нюанс очень важный с мукой. Он не чувствуется абсолютно во вкусе, но так выпечка у нас получится 100%. Перемешиваем аккуратно. Если вы новичок, лучше вводить в 7-8 приемов. И обязательно проходимся лопаткой со дна, чтобы ничего у нас не осталось. Форма 30 см в диаметре.
сейчас померяю для вас специально линейкой. Я ее расставила здесь, у меня раздвижное кольцо на 30,5 сантиметров. Вы видите, она здесь у меня больше. Немножко бисквит сожмется при выпекании. Духовка уже у меня разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать я буду ровно 1 час, 60 минут на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Ни в коем случае боковину формы ничем не смазываем и дверцу духовки во время выпечки не открываем. Возможно, что в вашей духовке понадобится больше времени или немного меньше. Это все зависит от индивидуальных особенностей именно вашей духовки. Вот такой пышный бисквит у меня получился. Он пружинит. Из него палочка деревянная выходит сухая и чистая. 8 сантиметров в высоту у меня получился бисквит. Вот меряю опять для вас линейкой. Еще небольшая горочка есть, она сейчас уйдет. Просто очень горячее еще изделие. Вот здесь следующий нюанс. Чтобы он у вас идеально был со всех боков, сразу же еще в горячем виде, как только могу дотрагиваться до формы, извлекаю сейчас бисквит из формы. Возможно, для кого-то это покажется парадоксальным, но взбить такое количество яиц на классический бисквит гораздо проще, удобнее и быстрее именно ручным маломощным миксером, нежели в планетарном миксере. Вот это мое видео как раз является доказательством этому. Вот такой прекрасный бисквит у меня получается. Прохожусь сейчас по дну ножом. Сразу сейчас начинаю его извлекать из формы. То есть бисквит у меня по сути еще горячий. Сразу же его нужно достать из формы. И тогда вот таким идеальным по бокам, сверху, снизу он получается. Со всех сторон вот такой идеальный он получается. Он очень хорошо подойдет для разных 3D тортов, этот бисквит. Также на большие круглые торты, на нижние ярусы тортов 30 сантиметров. То есть мы на 30,5 выставляли форму. Немножко он сжался. И получилось вот 8 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в диаметре. Если у вас обычная раздвижная форма с дном, следует брать здесь форму тогда на 31-32 сантиметра в диаметре. Вот на это количество продуктов. Убираю сейчас, как только он остыл до комнатной температуры. Еще не до конца он остыл, до холодного состояния не остыл. Убираю минимум на 8 часов в холодильник. Он требует отдыха, этот бисквит. Он нуждается в отдыхе. И этот бисквит также обязательно при любых начинках нуждается в пропитке, какой бы начинка ни была. У меня прошла ночь. Я достала бисквит уже из холодильника. После отдыха он прекрасно нарезается. Разрежу я его сейчас на 5 красивых ровных коржей. Я никому не советую классический бисквит даже пытаться разрезать в неотдохнувшем, так сказать, виде. То есть он должен обязательно перед этим отлежаться. Вы этот бисквит можете также заморозить пару недель и до месяца. Он будет прекрасно храниться у вас в морозилке. Вы можете его нарезать на коржи и сразу уже в нарезанном виде заморозить. Здесь я использую струну для нарезки бисквитов. 30 сантиметров она у меня. Поэтому мне приходится ее постоянно крутить, чтобы мне боком как бы нарезать его, потому что 30 сантиметров в диаметре. Вы же можете ножом также резать его всем, чем вам нравится. Я по обыкновению нарезаю струной. Здесь, так как мы взбивали ручным миксером маломощным, всегда возникают дырочки. Именно от ручного миксера. Если вы будете взбивать в планетарном миксере, дырочек этих не будет. У меня есть видео, как взбиваются бисквиты в планетарном миксере. Ссылку я вам оставлю на плейлист бисквиты под данным видео. Еще раз повторяю, что этот бисквит рассчитан на очень большой торт. Он идеально подходит для тортов, ярусных тортов, свадебных, допустим. Последний корж также нарезаю, снимаю с него шапочку. Прекрасно он нарезается, этот корж, все равно. То есть на 5 коржей одинаковой высоты нам удалось его разрезать.
Небольшие крошки есть. Также это классический бисквит, без них никуда. Но 5 идеальных ровных коржей у нас получилось. Главное дать ему отдохнуть. Поделилась здесь с вами всеми своими секретами. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.